Я коммерческий директор итальянской компании, а вы директор компании-дистрибьютора. День добрый, проходите, садитесь. Что случилось? Не первый день работаем, вовремя не оплатили, машина пришла. Да, вы знаете, у нас это первый опыт. Обычно мы работали с вами. Ну да, давно уже работаете. Здесь у нас крупный заказчик, и у нас с ним долго были дебаты по поводу цены. Мы думали, как же можно сделать дешевле. Мы к вам обращались с этим вопросом, у вас возможности не было. Поэтому мы решили сделать дешевле контракт за счет прямого контракта. То есть вы грузите не на нас, а потом мы ему напрямую. Самый главный вопрос, почему не платили? Я сейчас расскажу. У него сейчас форс-мажорная ситуация. Сейчас в России жара стоит невыносимая, а оборудование наше делает соки из концентрата. И все поставщики концентрата перевели на предоплату, потому что этот продукт стал очень дефицитным. Ну, мы всегда так работаем. Он обещает оплатить через месяц, то есть через месяц, я надеюсь, что в сентябре это не будет, я надеюсь, что через месяц не будет такой жары. Он обещает оплатить через месяц, вот, значит, и мало того, он готов заплатить какой-то банковский процент за счет того, что будет предоставлена отсрочка. Смотрите, а почему вы так столкнулись с неожиданностью? Пришла машина в ожидании, что оплачено, а тут выясняется, что не оплачено. То есть вы где-то не досмотрели. Вот я хочу в этой ситуации разобраться. Давайте поймем, почему вы это не уследили, и тогда, может быть, посмотрим, там, придумаем. У меня есть предложение, которое можно обсудить. Почему вы столкнулись с неожиданностью? Прислав машину, тут узнаете, что не оплачено. Вы, значит, с заказчиком что-то не доработали. Это вот первый раз у меня такое случилось. Вот. Почему? Я еще объяснений не слышал от него. То есть это вот произошло достаточно быстро. Он сказал, что клиент мне подробно объяснит, почему и как получилось. Так что есть предложение, если вас клиент ваш подвел, вы можете оплатить из своих средств? Мы с вами уже 3 года работаем. Вы можете оплатить из своих средств? Знаете, я на данный момент не могу оплатить своих средств. Хотелось бы, чтобы вот, вы дали все-таки отсрочку месяца. Отсрочка нет. Есть предложение тогда обсудить следующее. У нас есть финансовая компания, вот, которая работает давно с нашей компанией-производителем. Возможно рассмотреть вопрос кредитования этой сделки. Насколько для вас это интересно? Если нас эта компания кредитует, нам это интересно. Если будет, конечно, нормальный рыночный процесс. Мало того, я знаете, для вас, то есть вопрос просто в проценте, так? А вас это все устраивает? Да, если вы кредитует компания с вашей стороны, нас устраивает. Мало того, знаете, мы с дистрибьютором заключим такой договор, что это оборудование будет на выставке, и если будет покупатель, который соберется купить это оборудование раньше, чем наш заказчик, мы сможем продать это оборудование ему, и деньги поступят раньше. Смотрите, технология следующая. То есть сейчас вы подаете документы в нашу финансовую компанию, она рассматривает вас. Конечно, это нас не устраивает. У нас выставка через 20 дней. Вы только что сказали, вас не устраивает только процент. Если речь идет о том, что наше кредитование растянется на какой-то долгий срок, нас это не устраивает, потому что мы не проучаствуем на выставке, потому что мы... Время, переход хода. Пожалуйста, роли. Я дистрибьютор, Николай заказчик. Вы директор компании-дистрибьютора, Николай директор компании-заказчика. Спасибо. Николай, я как только узнал... Добрый день. Я как только узнал, что деньги не были переведены, я вот решил с вами встретиться. Представляете, какую ситуацию у нас стоит? То есть, с одной стороны, вы нас поставили перед нашим импортером. То есть он всегда имел дело с нами, и как в качестве исключения для дешевизны контракта первый раз мы договорились, что будет прямой контракт, денег нет. Во-вторых, подана машина с нашей стороны, будут штрафы по транспортировке. В-третьих, если оплата вовремя не поступит, оборудование придет вовремя к выставке. Я так понимаю, я бы хотел все-таки договорить, да, мы потеряем деньги, которые мы заплатили. И в-четвертых, это отрицательный имидж между клиентами. Мы уже многих клиентов пригласили на выставку, чтобы это оборудование посмотреть. То есть вы хотите помочь, чтобы я вам помог решить эти вопросы? Знаете, я бы хотел, чтобы вы оплатили все-таки по нашей договоренности. Я понял. Здесь выбрали оплатить следующую ситуацию. То есть мы с вами ввели переписку. То есть вы должны были нам предоставить сертификаты по данному оборудованию.
До сих пор я не вижу. Но вам было давно уже представлено, что нет сертификатов. После того, как будет представлен сертификат по данному оборудованию, произойдет оплата. В чем проблема? Почему ваши работники не предоставили? Продолжайте. Николай, ну я удивлен по вопросу сертификатами. Почему? Вы контракт уже заключили с нашим поставщиком. В этом условии контракта было условие оговорено, что будет сертификат. Смотрите, мы сейчас будем обсуждать, нам надо решить проблему. Решить проблему, отлично. Согласен. Знаете, что я предлагаю вам? Я предлагаю вам следующее. Во-первых, у вас есть деньги или нет? Нет. Денег нет. Когда они появятся? Деньги будут через 2 недели. Через 2 недели, отлично. Да. Мы можем поручиться за вас. То, что мы за вас поручаемся, значит, даже делаем по-другому. Нет, давайте по поручительству. Мне это интересно. Давайте делаем по-другому. Мы все-таки возьмем на себя это оборудование, на себя. Вот. То есть вы готовы полностью это оборудование оплатить? Да, мы полностью готовы оплатить, но для вас это будет, конечно, дороже, потому что придется налоги оплатить, будет какая-то отсрочка. Нет, дороже я не согласен. Дороже вы не согласны. Давайте по поручительству. То есть вы поручаетесь, я согласен здесь, без вопросов. Подождите, вы смотрите, вы обещали платить вовремя, да? То есть вы хотите отсрочку, да? Почему вы считаете, что это не должно стоить денег? Я объясню ситуацию, в чем сложилось. То есть из-за того, что вы вовремя предоставили документы, здесь возникла ситуация, что мы должны были закупить сырье. Все деньги для производства мы потратили на сырье. Поэтому, к сожалению, сейчас денег нет. То есть это объективная ситуация. Вы знали, что вам платить, правильно, как я понимаю? Вы потратили деньги на сырье. Смотрите, мне производство, и это не купи-продай. Я занимаюсь производством, потому что мне нужно сырье. Если я не закуплю сырье... Мы с вами работаем 6 лет. Давайте не эту ситуацию не водить в какую сторону. Давайте действительно решать. По конкретике. То есть вы поручаетесь за меня. Я боюсь, что мне не получится поручиться. Почему? Потому что наш импортер работает или с нами по отсрочке, с Россией, или больше ни с кем. Алексей, у него отрицательный опыт с Украиной 5 лет назад. С тех пор он с Россией, кроме как с нами, ни с кем не работает. Он очень дорожит этими интересами. Поэтому это просто невозможно за нас поручиться. Возможно, переоформить договор на нас. Вы можете 50% за нас оплатить данной суммы? Я думаю, что проще будет все-таки на нас договор переоформить, а вы у нас потом купите. Давайте тогда говорить о разнице в ценах. Вот смотрите. Я не согласен с этим предложением. То есть вы не согласны доплатить какую-то сумму за невыполнение своих обязательств или как? Смотрите, обязательства были выполнены с вашей стороны. С моей стороны я готов выполнить свои обязательства через 2 недели. Для этого надо сделать следующее. Вы поручаетесь перед заводом за нас. Вы не можете. А с чем связано? Спасибо, поединок. Так, на счет 3 поднимаем карточки. 1, 2, 3. Так, со счетом 1, 2, 3, 4, 5, 4 победил игрок номер 2. Аплодируем. Так, судьи, прошу прокомментировать решение. У вас 1 минута на комментарий. По истечении 1 минуты я говорю время. Это означает, что ваш комментарий на этом закончен. Пожалуйста. Достаточно равный поединок. Игрок номер один. Мне очень понравилось, что он изначально решил дороги к жизни, ставя виновную позицию игрока номер 2. И только затем предлагает какое-то решение. Трудно здесь соглашаться с каким-либо решением, вот уже из такой позиции. В этой ситуации игрок номер 2 держит цель более четко. В сумме поэтому игрок номер 2. Спасибо. Я бы нанялся на работу к игроку номер 2, к Алексею, так как Николай в своих переговорах действительно держал очень жесткую позицию и, как сказал предыдущий судья, лишал оппонента дороги к жизни. И здесь как раз это давление было, передавил. Сильная позиция, но передавил. Спасибо. Я бы нанял свою работу ко второму игроку, потому что по первому раунду между сторонами были контрактные взаимоотношения, а с первого игрока давление было такое, как будто это отношения уставные, какая-то армия такая. Вы где-то не досмотрели, можете оплатить из своих средств, потому что не устраивает процент, такая жесткая загрузка. Хотя с той стороны, это не будет, нет оснований для этого. По второму поединку мне было некомфортно работать у игрока номер 1, потому что я понимаю заявленные проблемы с сертификатами, это для меня как будто я не сдал больничный в бухгалтерии, поэтому зарплату за мной не получу. Несоответствие одного и второго и отсутствие денег в конце периода меня бы не позволили наняться. Спасибо. Спасибо. Я отправил приговор игрока номер 1, так как в первом добился большего раунда и в первом и втором раунде. В первом раунде он получил процент за пользование месяцем кредита, а
А игрок номер 2 почему-то без борьбы это отдал, не попытавшись даже объяснить выгоды от этого контракта для итальянского поставщика. Просто легко согласился, не проведя никакой позиционную борьбу, хотя можно было. Во втором раунде я увидел у игрока номер 2 несформированную позицию на переговорах. То можем поручиться, то возьмем на себя. Потом почему-то начал отказываться от поручительства. И в этом я увидел неподготовленность. Игрок номер 1 тверже держал цель, и позиция его была более понятна. Поэтому игрок номер 1. Спасибо. Спасибо игрокам за поединок, прекрасный поединок. И решение принимал буквально на оттенках. Отдал свой голос в пользу игрока номер 1, поскольку, на мой взгляд, он достиг больше цели в этом поединке и был более гибок и более быстр и точен. Игрока номер 2 хотелось бы отметить две вещи. Первое – это, собственно, такая неподготовленность как к поединку, как к переговорам. То есть, когда вы говорите, что я еще сейчас со своим партнером не говорил на тему, что, собственно, произошло, почему, собственно, он не оплатил. То есть вы фактически пришли разговаривать с дистрибьютором, не зная, почему человек не заплатил. То есть, ну, как минимум, просто надо было бы обсудить. Может, там проблем-то и нет уже. И второе, было столкновение с неожиданностью, когда был задан вопрос, вы будете ли платить. То есть, как минимум, вопрос ожидаемый на поединке, я думаю, что к нему надо было подготовиться. Игроку номер 1 очень такое давление серьезное. Вот два момента. Первое, вы залезли сразу в понимание, то, что вы хотите разобраться в его неадекватности или его картины мира. То есть это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Вот. Второе, вы приняли роль клиента, который не готов платить, но прикрывается сертификатом. Вот это вот я увидел, то есть вы фактически говорите, что денег-то у вас и нет, вот, но вместо того, чтобы честно сказать открыто партнеру, вы начинаете вот эти вот вещи придумывать. Спасибо. Спасибо. Я бы отправил на переговоры игрока номер 1. Буквально перевес на 1% по второму поединку. По первому поединку было очень много столкновений с неожиданностью, где игрок номер 2 действительно терял контроль над ситуацией. А во втором поединке это была борьба такая действительно как за захват, как за позицию. Постоянно друг друга сбрасывали, менялись местами. И вот практически второй поединок пошел на хорошая такая управленческая борьба была. Но здесь жесткие переговоры игрока номер 1, скажем так, не сильно даже переборщили. Как нашли место, где можно жить. Спасибо. Я также хочу сказать спасибо за удовольствие от этого поединка. Я доверила собственности игроку номер 2 по причине такой. Вначале чувствовалась домашние заготовки, разработка игрока номер 1, но когда прошла более жесткая позиционная борьба, игрок номер 2 был более адекватен в захвате и в отражении этой самой картины мира. Чувствовалось, что он ее видит и постоянно на нее реагирует. То есть мне как человек, доверяющему собственность, человек адекватный, человек видящий, близок к понятию. Спасибо. Спасибо. Мне тоже очень понравился этот поединок. Сильные игроки, практически равный поединок был. С минимальным преимуществом доверяю собственности игроку номер 1. В первом раунде мне понравилось, что он не дал отсрочки, стоял насмерть. Мне понравилось, что игрок номер 2 взял на себя какие-то кредиты. Мне понравилось, что игрок номер 2 не смог найти аргументов для поставщика, которые бы показали бы ему его интересы. Спасибо. Я доверил свою собственность игроку номер 2 за простой и четкий вопрос. Деньги есть. Вот, и все кружева, которые плел игрок номер 1, все сертификаты, они куда-то попадали, и надо было ответить, денег нет. Вот мне нужен управляющий, с которым можно будет нормально разговаривать. Где деньги? Вот деньги там-то и там-то. Поэтому игрок номер 2. Спасибо. Поблагодарим судей за комментарии.